Один из подписчиков обратился ко мне с вопросом, а я на короткой ноге с подписчиками и призываю вам, если вам интересно, всем писать по поводу моих видео. Мне очень интересна обратная связь. Так вот, Алексей спрашивает, как я отношусь к понятию репутация. Я более чем уверен, что понятие репутация в Российской Федерации от нормальных 100% существует, ну дай бог, чтобы процентов на 10. То есть как такового института репутации в России нет и не будет в дальнейшем вообще никогда. Потому что, какая может быть репутация, если весь российский бизнес построен по принципу «кинь ближнего своего». Я работал много раз в разных компаниях, и мне прямым текстом говорили: ты беспокойся о себе, беспокойся о своих интересах. А компания сама позаботится о своих интересах фирмы. Фирма найдет, как позаботиться. Например, о какой может быть идти репутации речь, если мне, когда я работал в компании IT, платили зарплату как начинающему менеджеру, она была привязана к доллару. И когда доллар рос в цене, то есть рубль падал, то компания IT решила зафиксировать внутренний курс, придумать. То есть я должен был в рублях получать как бы больше. Компания IT это было невыгодно. И она решила, что нет, мы создадим свой внутренний, меньший курс доллара. И платили мне по этому меньшему курсу. Ну что в этой ситуации можно сделать? Работник в этой ситуации может возмущаться сколько угодно. И он может только уволиться. Он может своим непосредственным руководителем поговорить, выпустить пар. Понятно, что генеральному директору вряд ли можно донести. Для каких-то избранных работников премии бы назначили. А большинство промолчит. Подумаешь, мы немножко там относительно немножко потеряли. Допустим, курс на несколько рублей меньше. Напомню, я говорю о времени начала 2000-х годов, когда курс рубля неустанно падал, а зарплата, соответственно, по идее у меня должна была расти, но нет. У компании IT не было никакой репутации. У какой может быть вообще репутации, если я работал в компании Микротест, и Борис Наумов, бывший мой коллега по компании IT, пригласил, буквально схантил меня из открытых технологий, системного интегратора, сказал: приходи, ты будешь моим заместителем замдиректора филиала компании Микротест, будешь как сыр в масле кататься, просто будешь продавать, общаться с заказчиками, а всю административку буду тащить я. А я буду твоим, зарплате ты не потеряешь. Я буду твоим начальником, ты меня давно хорошо знаешь. Он меня схантил, я подумал, что как классно, меньше нужно будет головных болей, переживаний, буду работать под началом своего бывшего босса, у меня тогда к нему было хорошее отношение. Он меня приглашает на эту позицию замдиректора, я работаю месяц, и через месяц Боря нам на Новый год собирается, как говорит, все, я пришел к выводу, что я ухожу в другую компанию, в компанию Техносерв. И я тоже собеседовался на позицию в компании Техносерв. Он фактически меня схантил, чтобы занять эту позицию в Техносерве, чтобы я ему под ногами не мешался. Человек, зная, что он уходит из компании, он, конечно, знал, когда меня приглашал, в Техносерв уходит, меня перетащил в Микротест, открытые технологии оставил без руководства, и потом на его позицию приходит Денис,
который первое же свое решение, которое принимает, он увольняет меня как замдиректора со словами: мне нужны мои замы, а не Борины замы. Видите, и у меня испытательный срок, меня увольняют просто потому, что новый директор не хочет чужих замов. Ну а какая может быть теперь, когда Боря так со мной поступил, какая может быть у него репутация? Он работает в техносерве, ему абсолютно наплевать на репутацию среди других айтишников в Краснодаре. Денис работает, работал, конечно, как и техносерва его нет. И в компании «Открытые технологии», откуда я ушел, филиал закрывается через пару месяцев после того, как я оттуда добровольно уволился. Вот вам и вся репутация.